Партнеры Кремля решили не рисковать, санкции работают и еще как. Российская авиация перешла на сторону ВСУ. Уничтожена жирная цель. Танки грязи все-таки боятся. Теперь в наступление только вплавь. Охота на теневой флот России вышла на новый уровень. За него взялись с неожиданной стороны. Жаба Гадюкинг русского мира, известная прокремлевская пропагандистка, оказалась под следствием. Из талантливых химиков в наркобароны во все тяжкие по-украински. Об этих и других главных событиях утра среды 29 октября. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Индийские компании не будут покупать нефть Роснефти и Лукойла после введения американских санкций. Теперь это подтверждают не только в индийских компаниях, но и в правительстве страны. Как заявил Reuters, неназванный источник, трудно прогнозировать, когда индийские компании разместят новые заказы на российское сырье. Использование посредников в виде компаний-прокладок, которые могли бы закупать нефть у Роснефти и Лукойла и перепродавать ее конечным клиентам, властями не рассматривается. Ранее агентству это подтвердили и представители местной нефтяной отрасли. А еще в сентябре Индия закупала в России более 1,5 миллиона баррелей в сутки, покрывая 36% своих потребностей в импорте. Новые подробности гибели российского вертолета. Накануне Z-каналы сообщили о потере К-52 и гибели его экипажа. Позже стали известны новые детали. По данным инсайдера, машина была сбита дружественным огнем во время отражения налета украинских дронов на территорию России. Вертолет сбили по ошибке, перепутав с беспилотником ВСУ. Масштабы этой самодемилитаризации впечатляют. Как подсчитали авторы издания, это уже 17-й случай потери российской авиации от огня своих же за время полномасштабной агрессии. Среди трофеев бравых путинских пилотов и ПВОшников 5 вертолетов, несколько Су-35, Су-34, транспортный Ил-22 и 2 А-50. В общем, стараются, приближают победу добра над злом. Есть успехи и, собственно, у ВСУ. Как сообщает проект Deep State, украинские силы обороны восстановили утраченные позиции и выбили оккупантов сразу из 2 населенных пунктов Донецкой области – Кучерового Яра и Нового Шахового. Одновременно на других участках фронта россияне смогли продвинуться, захватили Зверево в Донецкой области и подтеснили украинские войска в районе Степной Новоселовки на Харьковщине. Таким образом, фронт остается динамичным. ВСУ укрепляют позиции на южном направлении, в то время как армия РФ пытается развить наступление на Покровском и Купянском участках. Вот так, Наташа. После прорыва Белгородской дамбы мы за сутки из пехоты превратились в морскую пехоту. Тем временем на Волчанском направлении у российских войск начался настоящий потоп. После повреждения Белгородской дамбы вода из водохранилища хлынула в сторону позиций оккупантов, размыла дороги и фактически парализовала их логистику. Телеграм-канал «Пепел Белгород» опубликовал фото утонувшей военной техники. Броневики и грузовики врага застряли в вязкой грязи. Легкая военная техника просто тонет, говорится в сообщении. Видео с места подтопления опубликовал и канал «Крымский ветер». Вода вышла из берегов и затопила дороги в районе Шебекина и на всем Волчанском направлении. Российские оккупанты сами снимают, как их техника безнадежно вязнет в грязи. Боеспособность подразделений резко падает, а снабжение фактически сорвано. Ведущие западные СМИ продолжают топтаться по посланнику Путина. The Telegraph описала визит главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в США как отчаянную попытку Кремля спасти отношения с Вашингтоном. По данным издания, поездка завершилась провалом. Дмитриев, которого Владимир Путин отправил в Вашингтон сразу после того, как Дональд Трамп ввел санкции против Роснефти и Лукойла и отменил встречу с российским диктатором в Будапеште, пытался наладить контакт с американской администрацией. Однако его визит пах отчаянием, отмечает газета. В похожем тоне высказывались и собеседники издания.
То, что Кремль отправил Дмитриева буквально через несколько минут после объявления санкций, показывает, насколько Путин потрясен. Переговоры велись 3 дня, но ключевые фигуры администрации – Трамп, госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент – находились в Азии. Дмитриев знал, что встреч с ними не будет, но все равно прилетел, что, по мнению The Telegraph, демонстрирует серьезную тревогу Москвы. Последние события показывают, что Путин обращается к Вашингтону только тогда, когда у него возникают опасения. В общем, американские дипломы другу семьи Путиных не помогли. Миссия оказалась проваленной. Российский дрон снова атаковал журналистов. В этот раз беспилотник захватчиков ударил в автомобиль рядом с группой немецкого издания Welt, работавшими у линии фронта. Шеф-репортер Ибрагим Набер делал материал вместе с украинским подразделением ПВО 42-й бригады. Когда съемочная группа находилась на открытой местности, дрон камикадзе Lancet ударил по военному автомобилю рядом. Один украинский боец погиб, еще один тяжело ранен. Среди журналистов от осколков и контузии пострадали 3, включая самого Набера. Менее недели назад такой же российский дрон в Краматорске ударил в автомобиль украинских журналистов телеканала Freedom. Погибли корреспондент Лена Грамова-Губанова и оператор Евгений Кармазин. Специально корреспондент Александр Колычев получил ранение. Российские командиры в Украине систематически казнят своих подчиненных. Теперь уже не только за отказ идти в бой, но и за неповиновение, личные конфликты или даже за отказ платить дань начальству. Журналисты издания «Верстка» установили имена 101 российского офицера, причастного к расправам над собственными солдатами. 5 обнулителей даже были удостоены звания «Герой России». Часть казненных оформляют как пропавших без вести, тела закапывают в лесах или бросают на поле боя, делая вид, что они погибли в сражении. С начала войны в Главную военную прокуратуру Российской Федерации поступило более 12 тысяч жалоб на расправы, но почти все они остались без ответа. В ведомстве действует негласный запрет на проверку жалоб против полевых командиров. Возбуждены лишь 10 дел, осуждены 5. Выжившие жертвы и свидетели расправ, с которыми поговорили журналисты, задумываются о мести. Офицерам придется прятаться, говорит один. В стране начнется война, добавляет другой собеседник. На Западе начинается новый этап борьбы с теневым флотом России. Наконец-то взялись за страховщиков. Как пишет Reuters, начато расследование в отношении Maritime Mutual. Эта новозеландская компания страховала сотни танкеров, перевозивших нефть из стран-изгоев в обход санкций. С помощью таких судов из России было вывезено черного золота почти на $17 миллиардов, а из Ирана более чем на 18. Компания, управляемая британцем Полом Ренкином и его семьей, в пиковый момент страховала почти 1/6 часть теневого флота, попавшего под западные санкции. Многие из этих судов в итоге оказались в черных списках США, ЕС и Великобритании. Расследование ведут власти Новой Зеландии совместно с Соединенными Штатами, Австралией и Объединенным Королевством. Полиция уже провела обыск в офисе компании в Окленде. Maritime Mutual утверждает, что строго соблюдает все санкции и прекращает действие страховки, как только судно попадает под ограничения. 21 октября компания объявила, что прекращает страхование любых судов, связанных с Россией. Российскую пропагандистку Татьяну Монтян официально внесли в список террористов и экстремистов. Но нюанс состоит в том, что это произошло в России. В украинский черный список предательницу внесли еще 10 лет назад. Данные Монтян появились в базе Росинформмониторинга накануне, а позже она сама подтвердила: это не ошибка. «Я официально являюсь обвиняемой, нахожусь под подпиской о невыезде», написала она. Монтян добавила, что в отношении нее в РФ заведено уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности. Апологетка русского мира не раскрыла деталей и не назвала имен, но намекнула на донос влиятельного коллеги. Украинский канал телевидения Торонто утверждает, что подвел под монастырь предательницу Украины целый ряд кремлевских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым. Монтян, которая в последнее время активно критиковала власть на оккупированном Донбассе и язвительно высказывалась о коллегах по цеху, быстро перешла из статуса своей в неудобную.
Следующая новость напоминает сюжет сериала Breaking Bad или «Во все тяжкие». Только действие происходило в Украине. В Виннице победителя школьных олимпиад по химии осудили на 9 лет заключения. 27-летний Дмитрий П. превратил свои знания в прибыльный, но криминальный бизнес. Молодой человек организовал подпольную лабораторию с миллионными оборотами. Полиция изъяла 20 килограмм психотропов, 100 килограмм прекурсоров и 300 килограмм реагентов. В частном доме, который снимал фигурант, производили амфетамин, мефедрон и другую дрянь. Сбыт велся через телеграм-канал, а прибыли это, так сказать, дело приносило до 500 000 гривен в месяц. Осужденный признал вину и заявил, что после отбытия наказания хочет вступить в силы обороны Украины. Что мужчина не сделает, чтобы понравиться женщине? Ничто человеческое не чуждо и австралийским дельфинам. Как выяснилось, они настоящие модники. У побережья Северной Австралии ученые заметили необычное поведение. Самцы дельфинов начали надевать на головы морские губки, словно парики. И делают это не просто так, а ради того, чтобы произвести впечатление на самок. Как пишет AFL Science, сначала биологи решили, что животные случайно зацепили губки во время игр, но наблюдения показали, аксессуар появляется только в брачный сезон и исключительно в присутствии самок. Исследователи из Департамента биоразнообразия Западной Австралии уверены, это не случайность, а продуманный подводный флирт. Горбатые дельфины – редкий и уязвимый вид, численность которого не превышает 10 тысяч взрослых особей. Поэтому новое открытие стало настоящей сенсацией. Демонстративное ношение губок – редкий пример подарочного поведения у морских млекопитающих, который может указывать на зачатки культуры и социального мышления внутри вида. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.